Всем привет! Меня зовут Ярасик. Blizzard анонсировали выход в OTLK классика в 2022 году, и поэтому я вам помогу с врывом в этот самый аддон. Конкретно в этом видео я помогу разобраться с тем, какую профессию стоит выбрать. Хочу забежать наперед. Гайд делается заранее, перед выходом, и сам гайдодел не играл в официальном OTLK, поэтому абсолютно вся информация взята с пиратских OTLK серверов, а также вовхеда 14-летней давности. Что я заметил, так это то, что баланс усилений от профессии менялся с выходом нового контента. В видео я рассказал о бонусах профессий, а не о том, как зарабатывать на них. Потому что это уже другая тема. А теперь приступим. Так как я сам играю на другом сервере, а видос у меня по этой теме пока еще не выпускался, с уверенностью могу сказать, что он подойдет для игроков WoW Sirus, так и для OTLK официального. Приступим к профессиям. Если вы собираетесь скачивать мейн персонажа, то советую каждому из них собрать себе инженерное дело. Инженерия нужна как в PvP, так и в PvE. Второй профессией уже будет разделение. Если вы собираетесь играть за ДПС класс в PvE, и только за ДПС, без спека там, хила, танка, то советую вам качать портняжное дело. У этой профессии есть чарка на плащ, которая апает силу атаки, либо силу заклинаний проком. В отличие от инженерной профессии, которую нужно иметь абсолютно всем, кто уважает потраченное время на персонажа и собирается действительно играть им, а не только фармить, вторую профессию вы можете выбрать уже по своему усмотрению. Портняжное дело подходит только ДД классам, а вот если вы захотите спекаться или вас могут заставить, то идеальным решением будет выбор таких профессий, как кузнечное дело, алхимия и ювелирное дело. В них вы получите дополнительные статы. Из этих трех профессий самая сильная будет ювелирка, так как по балансу игры статов она дает чуть больше остальных таких профессий. Например, кузнечное дело дает 2 дырки для камней. Ювелирное дело имеет усиленные камни, а вот алхимия – усиление эффектов выпитых настоев, а также увеличивает их длительность вдвое, при условии, если изучен рецепт, конечно, этого настоя. Итого, если вы собираетесь играть в PvE, инженерное дело вам точно нужно. А дальше, играете за ДД класс, берете портняжное дело. Если собираетесь спекаться в кого-либо, берите ювелирное, кузнечное или алхимию. По поводу PvP, тут ситуация схожа. Инженерное дело нужно всем, а второй профессии можете выбрать, как и до этого. Я вам предлагал одну из крафтовых на выбор. Либо травничество, которое дает отхил. Помните, что Sirus кастомный контент и следит за своим балансом. Сейчас на сервере UX5 у вас бисовые обычные камни, не бриллианты, плюс 20, как на стандартном лече. А ювелирные камни и брилли плюс 40. Если вы пришли чисто посмотреть на бонусы профессий, то могу вам их перечислить. Кузнечное дело. 2 дополнительных гема в шмотке. Наручи и перчатки. 2 гема на OTLK это 40 силы. Ювелирное дело. 3 усиленных камня, которые дают плюс 34 к силе, вместо 20. С остальными ювелирными камнями также. 3 гема плюс 34, которые лучше, чем бисовые на плюс 14. Итого вы получаете дополнительно плюс 42 силы. На серии WoW Sirus аналогичная ситуация. Ювелирные камни сильнее, чем на классе Lich King. Дают плюс 40. Портняжное дело. Прок для плаща на силу атаки, либо заклинаний. Сила атаки на классике составляет 400 единиц на 15 секунд, а вот на Сирусе 575. Силу заклинаний 295 на 15 секунд, а на Сирусе 450. Реген маны на классике 400, на Сирусе 575. Кожевничество. Чары на запястье, причем многих видов. Сила атаки 130 на классике, либо 195 на Сирусе. Сила заклинаний 76 на классике, либо 114 на Сирусе. Выносливость 120 на классике, либо 150 на Сирусе. Все виды сопротивления магии на выбор. Единственная профессия, которая может вам ее дать. В начальных сезонах арены, когда у кастеров может быть недостаток пенетра, очень даже неплохо иметь такую профессию. Бонусы сопротивления по 70 на классике и 105 на Сирусе. Наложение чар. Единственная профессия, которая дает чарки на кольца. Персональная. Чарку можно повесить на оба кольца. Силы атаки 40 на классике и 60 на Сирусе. Силы заклинаний 23 на классике и 35 на Сирусе. Выносливости плюс 30 на классике и 45 на Сирусе. Чарятся оба кольца. Вот трава меня вообще заставила зайти на своих персов на Сирусе, еще и создать одного на Сёртле. Травничество.
дает вам активную способность, которая вас исцеляет. Используется раз в 3 минуты, хилит 5 секунд по 750 хп. Итого примерно 3-4 тысячи. В описании отхилки написано, что хилит от максимального количества хп, но по итогу с добавлением 15 тысяч хп на персонажа мне отскелило хилки всего 500 хп дополнительно к 3500. По поводу Сируса та же история. Хилит 5 секунд по 1100, итого примерно 6000. Алхимия. Если у вас изучен рецепт настоя либо эликсира, который вы выпили, то использование последних удваивает длительность действия. Вместо 1 часа настой длится 2 часа. Полезно для рейдеров, у которых нет денег. А также усиляет немного выпитую фласку на такое же количество стат, что и другие профессии бы вам дали. Примечание. Усиляются настои и эликсиры, а не зелья. Если что, зелья это банки на 10-15 секунд, или которые хилят вам ресурсы. Начертание – чарки для плеч. Сперва называю за репутацию сыновей Хадира, потом за начертание классики, потом за начертание Сируса. Кастерская чарка дает за репутацию 24 силы заклинаний и 15 крита. За начертание классики дает 70 силы заклинаний и 15 крита. А на Сирусе начертание дает 105 силы заклинаний и 23 крита. Хиловская чарка дает за репутацию 24 силы заклинаний и 5 МП5. На классике начертание даст 70 силы заклинаний и 8 МП5. А на Сирусе 105 силы заклинаний и 12 МП5. Танковская чарка дает такие статы. За репутацию уклонение 20, защита 15. На классике начертание даст 60 уклонения и 15 защиты. А на Сирусе даст 90 уклонения и 23 защиты. Милишная либо хантерская чарка дает за репутации 40 силы атаки и 15 крита. На классике даст начертание 120 силы атаки и 15 крита. А на Сирусе даст 180 силы атаки и 23 крита. Горное дело дает вам на классике 60 выносливости, либо 90 выносливости на Сирусе. Снятие шкур. На классике 40 крита, либо 60 на Сирусе. Перейдем теперь к инженерному делу, которое я так сильно восхвалял. Что оно вам дает? Инженерное дело. Чарка на ботинке, нитроускорители. Дает вам 24 крита пассивно на классике и 36 на Сирусе. А также активную способность, которую вы можете использовать раз в 3 минуты на 5 секунд. Дает вам ускорение персонажу при беге. Вы будете бегать быстрее, чем игроки на маунтах. Из-под следствий могут взорваться, подкидывая вас чуть ли не в космос. На Сирусе они не взрываются в рейдах и на БГ. А на арене они не используются. Поэтому, что будет происходить на классике, сказать не смогу. Однако, очень приятно иметь такие ботинки. В том же ПВЕ на перебежках или сбежать в ПВП. Следующая чарка на перчатке. Таковых имеется несколько. Одна из них дает в течение следующих 12 секунд ваша скорость не бега повышается на 340. Используется раз в 45 секунд. Полезно нажимать под бурсты. Вторая чарка на перчатке для танка дает вам 900 брони на классике и 1300 брони на Сирусе. Третья чарка на перчатке нужна всем PvP игрокам. Дает активную способность, при использовании которой вылетает ракетка в противника, наносящая примерно 2000 урона. Использовать можно раз в 45 секунд. Еще две чарки для плаща. Обе дают вам возможность использовать парашют на 30 секунд. Использовать можно раз в минуту. А вот статы уже на выбор. Одна чарка дает 23 к ловкости, вторая дает 27 к СПД. На Сирусе чарки дают 35 ловкости, либо 40 силы заклинаний. Имеется чарка на пояс, используя которую вы сможете в ПВП раз в 6 минут кидать бесплатную кобальтовую бомбу, которая дезориентирует противников на 3 секунды. Да и вообще, вам в инженерке доступны разнообразные турели, мишени, призывы перед боем с боссом всякого дополнительного мусора для урона, бомбы, которые можете дамажить врагов по 1-2000 и контролить их на несколько секунд. Помимо таких бонусов, я вам могу перечислить обычную халяву в виде Дживса, ремонтного робота, которого вы можете поставить, чтобы починиться, или продать весь свой мусор. В нем имеется функция встроенного банка, то есть вы из любой точки мира сможете зайти в банк. Банк для инженеров. А починиться и продать весь мусор смогут у него все. Ставится раз в час. Сможете поставить почту раз в 2 часа. Червоточина, благодаря которой вы сможете раз в 4 часа телепортироваться на раскол и так далее. Что по поводу второстепенных профессий, которые могут прокачать себе все. Первая помощь.
дает вам возможность использовать бинты, которыми вы можете восстановить 5800 здоровья в течение 8 секунд. Можно использовать на арене. Кулинария. Прокачанный навык, который понадобится в каждом рейде, хотя бы одному игроку. Чтобы поставить рыбу, которая бафнет ваш рейд, повышаю на классике силу атаки на 80, силу заклинаний на 46, а также выносливость на 40. На Сирусе же есть рыбный пир со специями, который выходит с открытием контента Burning Crusade. Чтобы его поставить, уже навык не нужен, а дает сие творение 120 силы атаки, 69 силы заклинаний и 60 выносливости. Рыболовное дело из бонусов ничего не дает, кроме возможности ловить рыбу, а также участие в еженедельных ивентах в субботу и воскресенье, в которых можно получить плюшки в виде фамильных колец и остального хлама. Рыба поможет вам, если вы захотите качать кулинарное дело. Видос на этом моменте заканчивается. Жмите обязательно подписку и колокольчик, чтобы всегда знать о выходе нового видео, которое вам может помочь в игре. А если собираешься играть на Сирусе, но еще не создал аккаунт, то регайся по моей реферальной ссылке. До скорой!